Здравствуйте, дорогие мои раки! Приветствую всех любителей Таро и нумерологии. С вами таролог-астронумеролог Яна Счастье, Яна Феличита. Приветствую всех гостей моего канала. Кто еще не подписан на мой канал, я вас приглашаю, подписывайтесь. Хочется мне помочь большему количеству людей, дать советы, чтобы жизнь стала легче, осознаннее. Вот эти вот советы, которые я даю в конце каждого видео, обязательно смотрите, не пропускайте. Это очень нам всем сильно помогает. Сегодня у меня в преддверии наступающей весны я решила вам сделать таро-прогноз на такой шикарной кутюрной колоде от коллекции Dior, модного дома Dior. У них была модная коллекция несколько лет назад, посвящена старшим арканам. У меня есть в моем плейлисте на канале видео, где я рассказываю об этом подробно, о творчестве, то, как взаимодействует и влияет Таро на жизнь модных домов, дизайнеров, писателей, на наш кинематограф, на музыкантов. Очень интересно, посмотрите, рекомендую. И обязательно смотрите ваши Таро-прогнозы по всем вашим 3 знакам: Солнцу, Луне, Асценденту, чтобы понять, по какому из знаков у вас больше проигрываются Таро. Пересматривайте видео в конце каждого месяца. И кто еще не подписан на канал, я приглашаю вас, подписывайтесь. И также я вас, конечно, приглашаю на мои консультации, тарологии, нумерологии, на составление вашей солярной матрицы перед вашими днями рождениями. Делайте это заранее, узнаете, для чего будет благоприятен каждый месяц. Я делаю подробно, подробный даю нумерологический совет на каждый месяц, на темы года, их бывает несколько, 2 или 3 темы, на что стоит уделить внимание, на что тратить свой ресурс в вашем персональном годе. Это очень важно для более легкой и счастливой жизни. Итак, общий прогноз для вас, для всех, рачки, на июль месяц. Ой, на июль месяц, думаю про ваш месяц и говорю июль. Извините, на март месяц. Прогноз на март месяц. На март месяц для раков. По Солнцу, Луне и Асценденту. Когда пишешь много видео, задумаешься и оговориться можно, простите. Так, карта для вас, раки. Так, что же здесь у вас вышло? Десятка мечей. Десятка мечей. Знаете, стоит поставить точку в каких-то ваших переживаниях в марте месяце. Это когда что-то вас долгое время приводило в какие-то переживания. Может быть, там что-то связано со здоровьем, у кого-то что-то по работе, у кого-то связано с деньгами, у кого-то с обучением. Может быть, вы слишком много обучались, у вас там сессия шла, сейчас должны начаться экзамены, и вот уже последние там месяцы подготовки к этому. У кого-то, может быть, это какая-то отчетная документационная работа, когда вот завал с документами, нужно все быстренько подготовить и сдать этот отчет. Да? У кого-то бухгалтерский, у кого-то, не знаю, там ревизия, что-то еще. У всех разное. У кого-то проект горит на работе, да, и вот это вот умственная работа, которая уже, ну вот, жизни не дает, хочется выдохнуть, хочется уже эту весну увидеть, да, как цветочки распускаются, так скажем. И вот эти вот переживания у вас идут. Может быть, у кого-то где-то по работе какие-то препоны, может быть, кто-то в ссоре с кем-то давно находился, и вот здесь нужно помириться. Это, знаете, здесь нужно поставить точку на переживаниях, на сомнениях. Может быть, там вы никак не могли принять решение в оформлении каких-то документов. Либо же ждете получения документов, может быть, подавали заявку куда-то на получение, не знаю, там что-то связано с недвижимостью, например, с регистрацией там имущества или что-то с недвижимостью, с оформлением сделки, трудоустройством, получение, например, документов о регистрации, о получении сертификатов, лицензии, о регистрации предприятий,
документов вида на жительство или по получению гражданства. У каждого свое. Может быть, кто-то оформляет пенсию или какие-то пособия по безработице или на получение там алиментов на выплату по ребенку или по потере кормильца. У кого-то, может быть, судебный процесс идет, и вот вы уже ждете, когда же это решение судьи наконец-то окончательное выйдет. Вот здесь это уже окончание, да, то есть уже все, скоро, вот-вот оно разрешится, еще нужно немножечко, как говорится, потерпеть, приложить усилий и перебороть вот эти вот страхи, сомнения и переживания. Так, еще одна карта для вас, раки, на март. Еще одна карта для вас. Так, старший аркан колесница. Ну что, здесь, во-первых, эти вот страхи могут действительно быть связаны с каким-то продвижением вашей жизни, с активностью, опять-таки, либо даже, может быть, с поездками или с переездом, со сменой местного жительства у многих. Колесница – это всегда движение. Это когда все дела начинают сдвигаться с мертвой точки, когда впереди наконец-то нас ждет прогресс, светлое ближайшее будущее, когда мы активны, когда настроены оптимистично. Многие начнут как-то активную жизнь вести, много спорта, побольше каких-то прогулок, не знаю, там на лыжах, кто где, на велосипедах, кто где живет, да, в какой стране. У кого-то действительно будут поездки в марте, они могут быть и на далекие расстояния, и на короткие. У кого-то вопросы с автомобилями будут что-то решаться, кто-то вот будет заканчивать обучение, например, на права, да, и поставить точку и получите права, у вас тут будут какие-то сдачи экзаменов, например. Кто-то будет заниматься покупкой автомобиля, сменой, купля-продажей автомобиля, может какие-то технические там моменты с машинами связаны, могут быть командировки, вообще будет много каких-то передвижений. Также это карта семьи, когда могут быть совместные поездки, и если вы куда-то, например, переезжаете, меняете место жительства, это может быть даже иммиграция, то здесь должно все проходить очень гладко, преград не будет. Это вот когда уходят преграды, когда все дороги открываются и все начинает продвигаться. Поэтому ваши страхи, там, с чем бы они ни были связаны, они все-таки закончатся, точка поставится и движение начнется. Начнется вот это вот продвижение желаемого, и все начнет ускоряться, все начнет налаживаться. Если там болели, то все уже там операция закончилась, и человек идет на выздоровление, на поправку. Если какие-то документы, да, то все, они уже сейчас начнут свое движение, и вы начнете получать то желаемое. Очень хороший старший аркан колесницы, когда все начинает двигаться. Наступает весна, и все оживает. И все начинает сдвигаться с мертвой точки. Так, и еще одна карта для вас, раки, на март. Так, что у вас здесь? Четверка жезлов. Четверка жезлов очень прекрасная карта. Это когда все дома хорошо. Это когда вот стабильность есть в жизни. Когда все документы, если что-то вы решали, действительно вопросы, связанные с недвижимостью, с местом жительства, с переездами, с ремонтом, может быть, там перестановка какая-то, реконструкция, что угодно, да, связано с вашим местом жительства, получение документов о регистрации, о прописке, о получении вида на жительство, о гражданстве, все получится. Здесь могут также прийти хорошие новости о новоселье, окончании ремонта, какие-то семейные праздники, помолвка, предложение руки и сердца, когда люди съезжаются жить вместе, объединяются, создают новые семьи, новость о замужестве, новость о женитьбе, о зачатии.
Может быть, вы на свадьбу многие даже поедете или пойдете на какие-то празднования, юбилеи, например. Может быть, вас пригласят на новоселье ваши друзья. Это когда есть повод шикарный отметить какое-то важное событие, подписание какого-то контракта, подписание какой-то сделки. Может быть, у вас там какой-то процесс длился, не знаю, там ремонт, строительство, сейчас получение там ключей от новостройки. И вообще, когда вот 4 угла, стабильность жизни человек получает. Может быть, у кого-то даже новости о получении наследства, например, оформление этих документов. У кого-то, может быть, это какой-то брачный контракт, подписание, либо что-то вот нотариально заверенное, связанное с недвижимостью. Когда, может быть, диплом кто-то получит, или с машинами какие-то, с автотранспортом сделки тоже благоприятно могут пройти, и получение водительского удостоверения, сдача экзаменов, получение дипломов, сертификатов, лицензий, каких-то документов, да, которых вы ждали. Ну и если вы там делали какую-то отчетность, то это прекрасная проверка ваших отчетностей, ваших проектов. Все подписали, все утвердили, все прекрасно разрешилось. И спросим совет для вас, раки, на март месяц. Итак, совет для раков на март месяц у позолоченного Таро. Совет для вас, раки. Король чаш. Король чаш, ну, говорит о том, что эмоции вас будут переполнять однозначно. Здесь эмоции будут разные, и переживания, и ликования, и радости, и какие-то инсайты будут приходить от интуиции, какие-то творческие вдохновления будут вас осенять. Захочется заниматься какой-то живописью, творчеством, музыку слушать, стихи, какие-то литературные встречи, у кого какие интересы. Кто-то на концерты пойдет, на выставки, в музеи, в театры, спектакли, встречи с друзьями, рестораны, посиделки, какое-то чаепитие, тортики. Наполняетесь, да, кто-то там новый пирог, например, испечет, или какое-то блюдо интересное приготовит, кто-то гостей в гости позовет. Вот король чаш — это когда я доволен всем, что есть у меня в жизни. Я король, я достоин всего этого, что я сделал. Да, то есть какой-то прекрасный результат и повод для праздника будет, когда эмоции будут переполнять. Ну, вот такой у вас прекрасный расклад, дорогие мои раки. Я вас всех поздравляю с наступающей весной. Всем желаю любви. Смотрите мои другие видео. С вами была таролог, астрономеролог Яна Счастье, Яна Феличита. До новых встреч. Пока-пока.